Дорогие друзья, присоединяйтесь. Сегодня мы с вами будем вязать нежнейший мотив паутинка. Также узнаем, как присоединить наши мотивы последним рядом вязания. Получится очень нежное красивое полотно. Крючок у меня 1,25. Пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок. 203 метра в 20 граммах. Вяжу я нитью в 2 сложения. Начинаем выполнение нашего мотива с 6 воздушных петель, замкнутых кольцо. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку, выполняю соединительную. Мое колечко готово. И теперь в колечко я провязываю столбики с накидом. Смотрите, я выполняю 1, 2, 3 воздушные, которые у меня заменяют один столбик с накидом. Далее я выполняю одну воздушную петлю арки, накид на крючок, и в колечко я провязываю столбик с накидом. И чередую столбик, воздушная. Далее опять столбик и воздушная. Всего у меня должно получиться 11 столбиков с накидом. И чередуем с воздушной. Так я выполняю до конца моего первого ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. И при этом обратите внимание, я ввязываю нить. Я выполнила 11 столбиков с накидом. И после того, как выполнила воздушную, очень внимательно я ввожу крючок 1, 2 в третью воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Напоминаю, что 12 столбик у меня заменяют петелечки подъема. Первый ряд завершен, и я могу приступить к выполнению второго ряда. Опять же, я выполняю 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. И теперь у меня будет арочка из 2 воздушных. 2 воздушные выполняю. Далее накид, и вершинку следующего столбика выполняю столбик с накидом. Вяжется все очень просто, смотрится великолепно. 2 воздушные. И в вершинку опять столбик с накидом. То есть все очень-очень просто. 2 воздушные, накид и столбик с накидом. И так мы с вами вяжем до конца нашего второго ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение второго ряда. Выполнила 2 воздушные. Очень внимательно ввожу крючок 1, 2 в третью воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Мой второй ряд завершен. И я могу приступить к выполнению третьего ряда моей паутинки. Я выполняю 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4, которые у меня заменяют столбик с 2 накидами. Далее 4 воздушные петли арки. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее 2 накида на крючок. И я ввожу крючок опять же в вершинку столбика предыдущего ряда. И теперь выполняю столбик с 2 накидами. Выполнили. Далее опять 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. 2 накида и вершинку столбик с 2 накидами. Еще раз. 1, 2, 3, 4. Арочка из 4. 2 накида. И столбик с 2 накидами, вершинку столбика предыдущего ряда. Вот таким образом мы с вами будем выполнять наш третий ряд. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение третьего ряда. Я выполняю соединительную 1, 2, 3 в четвертую воздушную петелечку подъема. Вот таким образом подтягиваю. Мой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению следующего 4-го ряда. Для этого
я выполняю одну воздушную, ввожу крючок в эту же петлю и выполняю столбик без накида. Петлю, куда мы выполняли только что соединительную. Далее очень внимательно. Смотрите, я выполняю 2 воздушные, в которые затем провяжу 2 столбика без накида. Далее выполняю еще 3 воздушные петли арки. Далее ввожу крючок 1, 2, 3 в 4-ю петлю от крючка и выполняю столбик без накида. И в следующую воздушную опять выполняю столбик без накида. Вот видите, у меня вот такая арочка из 3 воздушных получилась, и 2 столбика я провязала. Далее в вершинку столбика без накида я вот таким образом ввожу крючок и выполняю соединительную и подтягиваю. Далее под арочку я провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. И вот такая у нас с вами будет получаться интересная паутинка. И за счет этого ряда, это последний ряд моей паутинки, мы будем с вами выполнять соединение. Продолжим. Я ввожу крючок, опять выполняю столбик без накида, и мы выполняем точно такой же прием. То есть 1, 2, затем 1, 2, 3, ввожу крючок в 4-ю петлю от крючка, 1 столбик без накида и 2. Далее ввожу крючок в вершинку, захватываю за 2 нити, да, и выполняю соединительную и подтягиваю. И далее под арочку 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И давайте еще раз выполним столбик без накида. 1, 2, затем 1, 2, 3, ввожу крючок в 4-ю петлю от крючка, столбик без накида, еще 1 столбик без накида и далее соединительная вершинку, захватывая при этом 2 нити и подтягиваем. И опять под арочку 5 столбиков. Я начну выполнение 1, 2, вы продолжите самостоятельно. Я останавливаюсь, поправляю, смотрим. Вот такая у нас с вами паутинка получается. И так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Это 4-й, последний ряд нашей паутинки. Мы с вами завершаем выполнение нашего последнего ряда. И я ввожу крючок в вершинку столбика без накида, выполняю соединительную, ниточку обрезаю, далее выполняю воздушную и хорошо подтягиваю. Далее нить я убираю по изнаночной стороне вдоль полотна. И вот такой очень простой и красивый мотив у нас с вами получился. Аккуратненько, нежненько, видите, да, смотрится. И вяжется очень-очень просто. И теперь мы с вами рассмотрим метод присоединения нашего мотива к уже готовому полотну или готовым мотивам. Метод присоединения за счет выполнения последнего ряда вязания. Присоединяться будем к 2 мотивам. И вот у нас будет 1, 2 присоединения к одному мотиву. И здесь 1, 2. И давайте начнем наше присоединение. И как я и сказала, мы с вами начнем выполнение присоединения нашего мотива за счет последнего ряда вязания. Смотрите, я уже выполнила столбик без накида. Вяжем все по узору. Далее мы выполняем с вами 2 воздушные.
И далее очень внимательно. У нас с вами арочка из 3 воздушных петель. Центральную петлю мы заменим на столбик без накида. То есть я выполняю одну воздушную. Далее вместо следующей воздушной я буду провязывать столбик без накида. Разворачиваю поудобнее. При соединении я буду выполнять в 2 местах. И я беру, смотрите, вот таким образом. С изнаночной стороны, вот моя арочка. Я с изнаночной стороны ввожу крючок в мою арочку и выполняю столбик без накида. Далее выполняю воздушную и возвращаюсь к работе с моим мотивом. То есть я буду провязывать столбики без накида. Вот у меня первая петля и вторая. Я буду ориентироваться от вершинки. 2 столбика мы провязываем по узору, да, 1 и 2. Выполнили. Далее вершинку столбика я выполняю соединительную. Точно так же, как мы выполняли с вами ранее. И под арочку провязываю 5 столбиков без накида. Выполняем 1, 2, 3, 4 и 5. Далее ввожу крючок в вершинку, выполняю столбик без накида. И то же самое выполняю 1, 2. Далее еще выполняю одну воздушную. И буду выполнять присоединение к моему мотиву уже готовому. Ввожу крючок в мою арочку. Берем, вот смотрите, с изнаночной стороны обязательно. И выполняем столбик без накида. Вот таким образом. Далее выполняю воздушную. И опять же возвращаюсь к работе с моим мотивом. 2 петли. Я выполняю первый столбик и второй. Опять же все по узору. В вершинку ввожу крючок и выполняю соединительную. Далее под арочку провязываю 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в вершинку провязываю еще 1 столбик. И я остановлюсь. Мы с вами посмотрим, что у нас получилось. Вот наше присоединение. Видите, хорошо видно, аккуратненько получается. Точно так же, как мы и присоединяли в других наших местах. Далее мы будем присоединяться к следующему нашему мотиву. Опять же, используя точно такой же принцип. Я выполню одно присоединение, далее вы продолжите присоединять самостоятельно. Я выполняю 2 воздушные, далее еще 1 воздушная, беру мотив, беру арочку, ввожу крючок прямо в арочку, да, вот в центр, и выполняю столбик без накида. Воздушная и возвращаюсь к моему мотиву. Выполняю первый столбик без накида и второй. Далее соединительная. Я подтягиваю и я остановлюсь. Мы посмотрим, что у нас с вами получилось. Вот видите следующее присоединение. Далее вы выполняете
5 столбиков, столбик вершинку, и выполняете следующее присоединение. И довязываете мотив по узору самостоятельно. Вот смотрите, то есть вам нужно еще выполнить самостоятельно присоединение и довязать мотив. Мы с вами самостоятельно выполнили наше присоединение последнее, и далее, обращаю ваше внимание, вы завершаете выполнение мотива по узору самостоятельно. И вот такое у нас с вами нежное красивое полотно будет получаться. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежнейший и в то же время очень простой мотив, паутинка. Вот такая красота, вяжется очень просто. Также мы познакомились с вами с методом соединения мотива в единое полотно последним рядом вязания. Вот такая красота у нас получилась. Хочу сказать, что вы выполняете полотно, размер полотна, последовательность соединения, то есть вы можете выполнить больше в этом ряду или в этом ряду мотива. Вы все выбираете самостоятельно, как и, естественно, цвет пряжи и качество пряжи. То есть можно это сделать из стопроцентного хлопка, полухлопка, полушерсти и так далее. И уже само полотно будет основой для вашего изделия. Или вы сделаете салфеточку, ну оставите, да, как салфеточку, или вы сделаете покрывало, или можно кардиган, кофточку, накидку, шаль, палантин. Ну то есть здесь можно выполнить все что угодно. Вы выполняете основу, полотно, с которого формируете потом свое изделие. И вот такая нежность и красота я выполнила в качестве салфеточки, да, соединила мотивы. Ну вот если я вот так разверну и продолжу, то уже можно создавать полотно для моего изделия. До новых встреч, творческих вам успехов и, конечно же, огромное спасибо, что вяжете вместе со мной, ставите лайки и комментируете мои видео.